Смотрим, как сохранилась клубника в наших пакетах и как она сохранилась без пакетов. Ой, какие они подувядшие, да? Вот молодой человек говорит, что все уже не хочет принимать. Я думаю, может быть, мы ведем практику. Один выпуск, один классный совет от Арсена. Это вот измеритель воздуха в пакете. Если углекислоты больше, Да. поэтому чувствуется она как Винный элемент слегка. брожения. Винная, да. Поэтому надо выращивать чемпиона, да? Ну что, сегодня 28 мая. Проводим итоги первой недели. Сейчас прибыли на первую точку, к первому экспортеру, которого мы брали клубнику для эксперимента. Это Бельтимир-Байке. После замеров здесь отправимся к Зухрейджи. Там нас ждет второй слот. Если ее кушаешь, Я вот не знаю, это передаст камера или нет, но это явно вот прям вот она блестит в пакете. Вот видно, что влажность в ней сохранилась, вот эта свежесть. А вот тут она уже притухла. Тут уже как будто бы матовость наступила. да, это учитывая, что еще этот пакет не совсем предназначен. И не совсем правильно мы его засунули, да? То есть не было этого прикулинга в смысле. Да. Если все по правилам сделать, и правильные пакеты с правильной перфорацией, количеством этих отверстий сделать сейчас под нашу клубнику, тогда будет идеальный результат. Какие интересные приборы, а? Это вот измеритель воздуха в пакете. Специальные штучки, которые наклеиваются на пакет. И потом через них осуществляется замер с помощью прокола. Прибор показывает, сколько кислорода и углекислого газа. Так, кислород, В воздухе. углекислый газ паркет, воздух. Ну да, Угу. это я просто контрольно проверил. Ага. Теперь В эту пломбочку, да? получается меньше кислорода, больше углекислого газа. То, что меньше меньше кислорода, это о чем говорит? Процессы окисления замедлились, замедляются. То есть это те цифры, которые нам бы хотелось получить, да, как раз? Да, вот смотрите, которая контрольная, здесь получается традиционный вкус. Единственное, здесь вот мы видим то, что товарный вид уже совершенно, да? То есть это за неделю он уже и мягче стал, и где-то плесень появляется. По вкусовым качествам она как обычная клубника. Здесь я чувствую какие-то нотки углекислоты, что ли. То есть именно это нельзя сказать то, что там есть какие-то процессы гниения. Вкус он чуть какой-то другой. Он стал чуть-чуть более кислый. Но так как для нас это все сейчас эксперимент, мы должны понимать, это не то количество отверстий, перфораций, которые должно было быть, и не те условия изначально, которые должны были быть. Они нам должны отправить еще другие лайнеры, которые более приспособлены для такого климата, для более высоких температур. В этом пакете еще меньше кислорода. Почему? Меньше Потому что, перфорации, да? Потому что здесь отверстий меньше, перфораций меньше. Это модель 3000. Это модель 3000, да, это 4000. Вот. Еще раз, для замера получается здесь 5,6%, 9,2% углекислого газа, кислорода 5,6%.
когда растение сравнивают с человеком, да, вот, есть обычные люди, как мы, да, вот, ну, типа как гражданские, да, которые занимаются своими делами, работами. Есть спортсмены, да, и результат обычно показывает спортсмен, выходя на Олимпийские игры там, или на чемпионат мира. Да? Вот эти вот, которые мы зарабатываем, то есть, чтобы они показали результат, чтобы они у нас как чемпионы были, мы тоже должны им такие же условия создать, как и для спортсменов. И почему ночью нельзя поливать? Или вечером, да? Чтобы растение ночью спало. Это важно? Это важно, Любого, да. для любого растения. Для любого растения. Потому что клубника там или малина без лишней воды ночью будет выгонять из организма лишнюю воду. Тем самым и клубника, и любое растение, оно ночью спать не будет. Круто. А самый лучший полив это рано утром. Вот, это вам совет от нашего лучшего агронома Арсена. Смотрите нас дальше, и я думаю, может быть, мы ведем в практику один выпуск, один классный совет от Арсена. Поэтому надо выращивать чемпионов, да? А сейчас хочется сделать небольшую рекламную паузу. Ну как рекламную? Телек Тактагазиев является создателем компании Nomad Engineering. Все об этом, наверное, знают. Вот из таких профилей раньше строились просто ангары. А сейчас посмотрите уже, как ребята классно продвинулись вперед. То есть строится каркас из наших же профилей, из их профилей, уже из их профилей. Когда-то я просто тоже работала в этой компании. Строится каркас, а внутри сэндвич-панелей мы что видим? Мы видим вот такие вот камеры хранения уже собранные. Посмотрите, какая красота! У-ху! Здесь будет, кстати, храниться тоже, опять же, ягоды. Это будет холодильник. И что получается? Каркас из мощных профилей сверху защищает все это строение от снега, от нагрузок любых, ветровых и прочее. А внутри благополучно хранится ягода. Отличное решение, просто отличное. И здесь таких будет камер хранения множество. Так, а вот здесь еще процесс работы в очень активной фазе. Вот видите, как выглядит каркас? Здесь еще до конца не обшито все, поэтому можно посмотреть на эту красоту неимоверную. Очень прочная, очень надежная конструкция, которая себя зарекомендовала и подтвердила вот такой вот свой статус уже не одним сильным испытанием, когда подвешивались к ней машины, фуры, и она выдерживала. У второго экспортера, пока мы ждали хозяйку, я заметила фермеров. Они молча перебирали ягоды, и в этом было что-то грустное. Я подошла, и стало ясно. Та самая местная, ароматная, сладкая клубника. Она все чаще приводит к разорению тех, кто решается выращивать ее в больших объемах на продажу. Еще раз убеждаюсь, этот сорт хорош только для грядки у дома, но не для большого поля. Вот молодой человек говорит, что все уже Чё? ген уже не хочет принимать. А почему не хочет? Что Ну, качество не очень? Качества нет, а экспорт не подлежит. Блин, а почему она не подлежит? Ну, по-моему, замечательная. Не, завтра, послезавтра уже они как еркетет, короче. Все, она уже начнет вянуть. Если вот вышла, да, сок, все уже. Вот в этом, да, минус нашей клубники, вот именно местной, да, в отличие Альба, Альбион. Вот они же приезжают в надежде, что заработают чуть-чуть, сдадут, да? А получается, им отказывают, и они вынуждены на базар ехать, да, наверное? Или куда они потом это девают? Там базар это уже очень дешевле. Да? Просто время тратит. Вот те, кто собирает, один ведро, что собрать,
Они оплачивают тех работникам 70 рублей, 70 сом. Угу. А продадут это ведерко? Не знаю, очень дешевле. Блин, получается достаточно не Печаль. печально. Говорят, ну, банкрот на минус уходит, говорит. Фермеры, да, говорят? Может быть, стоит другой сорт выращивать? Почему они не переходят? Объем. Да, почему они не переходят на другой сорт? А вас как зовут? Монастырь. А Я ш- Дыхан, Джалаватской области. Вау, а вы как к нам сюда попали? По Привезли? интерес. Вы хотите просто посмотреть, как здесь, да, все устроено? И как вам вообще здесь? Есть разница? Есть. Да. У нас сорт Клери. Мы второй год уже. Вот сейчас поле всех убираем. Вот хотим Африку либо Альба. Мгм. Это ранний сорт, который месяц дает, и все. У Зухры и Джемы тоже провели замеры. Результаты примерно такие же, как и у первого фермера. В пакетах клубника действительно выглядит свежее и сочнее. Но эксперимент подтвердил, пакеты с маркировкой 3004 не для нашей ягоды. Как говорил Телег, мы ждем новую партию из Голландии с нужной перфорацией под наш климат и сорт. А этот эксперимент мы продолжаем. Ягода все еще в хорошем состоянии. И теперь интересно, как она себя поведет еще через неделю. Приехала. Жалко, что на видео, да, снимаешь? Другое слово, да, подходит. От эмоций. Ошалеть, ошалеть. Короче, вот, стандартный Кыргызстанның жаңы градообразователь, жаңы стандарттар киргизилген. О, массивті қарап Я даже на поле пускать жалко.